Активно участвовал в протестах, осуществил обучение лиц, совершение громких хлопков руками, нарушающих спокойствие граждан. В суде Московского района Минска вынесен суровый приговор барабанщику Алексею Сунчуку – 6 лет колонии усиленного режима. В ноябре прошлого года его и других музыкантов группы «Требуем разойтись» задержали во время репетиции в гараже. По словам музыкантов, Алексея тогда сильно избили. После административного ареста и проведенных 15 суток в Жодино ему предъявили обвинения по сразу 2 уголовным статьям: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и массовые беспорядки. А дальше фантазию гособвинителя было уже не остановить. По его словам, Алексей перекрывал проезжую часть, оказывал сопротивление, выкрикивал лозунги и размахивал БЧБ флагом, а также обучал людей участию в массовых мероприятиях, громко хлопая. И вишенка на торте: во время обыска в квартире Алексея были обнаружены 67 опасных пиротехнических изделий, петарды, газовые баллончики, лазерные указки, оптическая система наблюдения и пневматическое оружие. В общем, сценарий в стиле $900 тысяч за диваном Тихановского. Осужденный свою вину в столь абсурдных обвинениях, естественно, не признал. Однако это не помешало известной штамповщице политических дел судье Татьяне Пирожниковой на несколько лет отправить мужчину за решетку. На свободе у Алексея остались жена и 8-летняя дочь. В описании к этому видео мы оставим адрес, по которому вы можете написать ему слова поддержки. В Гродно ликвидировано известное культурно-просветительское учреждение «Центр городского життя». Судья Юлия Баклажец удовлетворила иск прокурора Владимира Клишина, который решил поквитаться с центром из-за проводившейся там выставки Олеся Пушкина. Напомним, что одна из картин художника была признана экстремистской, а на самого Пушкина завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Предположительно, речь идет о картине, на которой изображен герой белорусского антисоветского движения Евгений Жихарь. Отметим, что проблемы у культурного центра начались после прямого эфира с председателем Гродненского облсполкома Владимиром Караником, во время которого некий доброжелатель спросил губернатора, знает ли он, что у него под носом работает рассадник БЧБ заразы. Такое определение неизвестный доносчик дал Центру городского життя, и вскоре после этого разговора туда нагрянули силовики. Расправа была стремительной. От прямого эфира в марте до ликвидации центра не прошло и 2 месяцев. Руководитель учреждения Павел Мажейко называет произошедшее политическим заказом. Полоцкие власти рассматривают вариант передачи участка напротив больницы в Кстак для реализации инвестпроектов. На этом месте разрешат построить центры деловой, финансовой и общественной деятельности, учреждения образования, культуры и здравоохранения. Инвесторам, взявшимся за этот проект, обещают предоставить льготы. Интересно, что еще в 2010 году на этом земельном участке планировали построить роддом и хирургическое отделение городской больницы. Но уже через 2 года стройку приостановили, от нее остались лишь сваи. Позже появились планы создания межрайонного онкологического диспансера, но строительство так и не возобновилось. Тогда глава Витебского облсполкома Николай Шерстнев объяснил это отсутствием денег и что в Полоцке уже есть один онкодиспансер. Однако его заведующий заявлял, что из-за серьезного роста онкозаболеваний на Витебщине их учреждение с приемом больных не справляется. Строительство нового онкодиспансера значительно разгрузило бы в том числе и областной центр. Но когда нелегитимная власть думала о людях, главное, что 9 мая отметили под фанфары и на широкую ногу, потратив на праздник диктатора по меньшей мере $500 000. Организация, которая принадлежит Мингорисполкому, насчитала 350 тысяч рублей долга Красному костелу. Госпредприятие «Минская спадщина» с 2017 по 2019 занималось реконструкцией костела. Пока шли ремонтные работы, налоги не начислялись. Однако сразу по их завершению организация выставила ежемесячный счет почти в 13 тысяч рублей за земельный налог, амортизацию и налог на недвижимость. В случае неуплаты накопившегося долга чиновники грозятся забрать здание, которое находится в безвозмездном пользовании у религиозной общины. Камнем преткновения в споре стал домик настоятеля, расположенный рядом с костелом. Во время ремонта спадщина установила на кухне пожарные извещатели, а само строение в документах записала как административное. С этого момента начались проблемы. МЧС приезжает каждый раз, когда включается плита. Иногда это происходит по 3 раза в день. При этом спадщина отказывается изменять статус постройки с административной на жилую, а соответственно и убирать извещатели. Община надеется, что государство услышит призывы верующих, отменит долги и передаст костел в собственность согласно закону о свободе совести и религиозных организациях. А вот нелегитимная власть свое мнение по этому поводу озвучивать не спешит. Стоит отметить, что еще в июле прошлого года долг костела составлял 166 тысяч рублей, то есть более чем в 2 раза меньше, чем сейчас.
Однако уже в августе прошлого года произошло событие, которое заставило католиков Беларуси выступить с резкой критикой действий силовиков и власти. Речь идет об инциденте, когда ОМОН заблокировал людей в здании костела. После этого архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который не поздравил нелегитимного с победой на выборах, был запрещен въезд в нашу страну. Можно лишь предполагать, что нынешняя ситуация с костелом – это очередной способ незаконной власти поквитаться с теми, кто не на ее стороне. Детище нелегитимного сельское хозяйство переживает трудные времена. По информации Генеральной прокуратуры Беларуси, в зимне-стойловый период с 2020 по 2021 в одной только Минской области погибло 8,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Причиной этому стали неправильные условия кормления и содержания животных. Соответственно, по всей стране количество погибших за эту зиму телят исчисляется десятками тысяч. Ранее в одном из наших сюжетов мы уже рассказывали вам о предприятии Любанского района Совет Агро, где телята десятками дохнут прямо на земле, и никому нет до них дела. Трупы даже не убирают, а все недостачи вешают на работников колхоза, которым к тому же угрожают лишением зарплаты и жилья, если те вдруг негативно высказываются о происходящем. Спахать, посеять, комбикорма произвести, отдать коровам, переработать быков на мясо, от коров получить молоко. Это элементарщина. В очередной раз белорусы убеждаются в том, что слова нелегитимной власти никогда не имели ничего общего с реальностью. В этом году единственный рекорд, которым могут похвастаться предприятия Гомельской области, это колоссальная убыточность. Долги 5 организаций, оказавшихся в топе рейтинга, составляют около миллиарда рублей. На первом месте оказался Гомсельмаш, ситуация на котором не улучшилась с прошлого года. Общая сумма долга предприятия составляет около 2 миллиардов рублей, что значительно больше стоимости всего его имущества. Примечательно, что 3 года назад власти намеревались продать Гомсельмаш за $500 миллиарда. Однако на волне общественного резонанса и разговоров про приватизацию нелегитимный решил сделать вид, что его намерения неправильно поняли. Дескать, речь шла только про небольшую долю акций для очень надежного инвестора. В итоге такого спасительного круга для завода так и не нашлось, а текущий долг сейчас больше, чем сумма, в которую тогда оценили его стоимость. При этом руководство продолжает делать хорошую мину при плохой игре и хвалится тем, что Сельмаш готов принять на работу 400 сотрудников разорившегося российского предприятия с полным соцпакетом, высокой зарплатой и проживанием. Интересно, что белорусским труженикам убыточных предприятий такие условия только снятся. Их реалии – это увольнение, задержки зарплаты и расчет бартером. И это все на сегодня. Завтра утром на нашем канале не пропустите премьеру документального фильма о студенческих протестах. Берегите себя и живи Беларусь!